Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот этот стильный ажурный джемпер на лето. Трендовыми, очень трендовыми узорами. Сеточка у нас используется и мелкий ромб. Очень красивые узоры, несложные. Не буду говорить, что буду рекомендовать его для девочек, имеющих небольшой опыт вязания. Здесь опыт понадобится, поскольку здесь у нас будет и скос плеча, и вырез горловины интересный такой. То есть опыт будет требоваться для вязания этого джемпера. Мы будем сегодня составлять описание на размерчики 42, 44, 46, 48, 50, 52. Подробнейшим образом разберем, как вязать эти узоры, рассчитаем плотность вязания, и я составила текстовое описание на эти размеры. Каждую циферку обосновываю в сегодняшних расчетах. Ну а сейчас давайте по порядку. Начнем с того, что я, как обычно, вам сейчас полистаю эту модельку. Потом мы посмотрим пряжу, выбор пряжи будет. Девочки, увеличиваю вам узор, посмотрите внимательно. Да, конечно, не самая четкая получилась у нас фотография. Здесь используется у нас 4 раза раппорт. Я так смотрю, вот этого ромба. То есть раз, два, три, 4 раза. Но у нас другая немножко плотность, это машинная вязка. Поэтому у нас-то ручная будет, на спицах будем вязать. Поэтому мы будем использовать меньшее количество. Высоту узоров я рекомендую уменьшить. Я не стала регулировать эту высоту, потому что вы сами под себя это для себя сделаете. То есть вот смотрите, в оригинале у нас используется одинаковая ширина узора сеточкой и узора ромбами. У нас будет 2 узора использоваться, оба будем вязать с вами. Вот, и в общем-то, как-то это надо вот под себя сделать. Начинается узором с ромбами. Здесь вот плохо видно, да, но узоры с ромбами идут у нас, потом идет сеточка, опять ромбы и сеточка. На вырез горловины не глубокий вырез у нас идет по переду, по спинке я вообще ничего не стала делать вырез. Совсем скос плеча очевиден, очень хорошо видно. Спущенный рукавчик, как вы видите, да. Обратите внимание, как у нас идет отделка выреза горловины. Я об этом буду заострять внимание в сегодняшнем разговоре. То есть у нас идет первый ряд обвязки, то есть как мы обычно 2 вместе лицевой накид делаем, да, а потом идет платочная вязка, несколько зубчиков идет. То есть имейте это в виду. Но можно использовать и обычную резиночку 1 на 1, который будет по планочке у нас по нижней идти. Имейте это тоже в виду. Очень красивая модель, очень она мне приглянулась. Я сразу обратила на ее стильность, именно красивый, гламурный вариант, который подойдет на многие размеры. То есть тут, в принципе, летняя модель, которая, в принципе, бросается в глаза и на любой размер будет шикарно смотреться. Так, ну а теперь давайте разберем с вами пряжу, какую я предлагаю. Смотрим. Для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу Этрофил Пумуклу Бэби. По итальянской лицензии пряжа выполнена, турецкого производства, очень хорошего качества. У нас используется цвет, девочки, 70, ну такой большой сложный цвет. Я вам показала, да, там 5 цифр целых. Дальше у нас идет в 100 грамм 260 метров. И состав, вы видите, 55% хлопок и 45% акрил. Спицы я использую 3,5. Таким образом у нас получается, выглядит наше полотно. У нас используется ажурная сеточка, девочки, и ромбовидный такой еще мотив. И то, и другое мы с вами свяжем. Схемы я нарисовала. Вот таким образом у меня получается сеточка. Мы будем, то есть, в принципе, получается широкие полосочки такие, да, в виде сетки и с использованием ромбов. Тоже узор. Так, и, в общем-то, получается, будет несколько схем. Последовательность выполнения вот этих красивых таких
ажурных сеточек я тоже вам расскажу. Здесь не совсем так все просто. У нас будет платочная вязка использоваться, потом этот узор с сеточкой. Все расскажу вам. Ну и затем мы с вами свяжем еще вот эти ромбики. Очень хорошего качества пряжа. Мне прекрасно все это, в общем-то, вяжется. Мне очень понравилось, как это все вяжется. Ромбики, сеточка. Красиво, вы видите, волнующе выглядит. Очень актуально на лето. Узоры с сеточкой, да, потому что такие у нас они смотрятся довольно-таки интересно, гламурненько, да. Так, ну и давайте сейчас с вами, девочки, посмотрим схему узора. Итак, девочки, смотрите, схема ромба. У нас 8 петель ширина, 12 рядов высота. Одна петля для симметрии крайне правая идет. Условное обозначение: пустая клеточка — это лицевая петля, кружочек — это накид, треугольничек равнобедренный — это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Мы вяжем этот узор, поэтому вы посмотрите, как это делаю я. И вот эти треугольники прямоугольные — это значит 2 вместе лицевой с наклоном вправо и зеркально 2 вместе лицевой с наклоном влево. Заканчиваем каждый раппорт, вернее, заканчиваем полотно вязаное. Последний раппорт вот здесь вяжутся 2 вместе. Вот видите, не 3 вместе, а 2 вместе, чтобы у вас петля не исчезла. Имейте это в виду. Так, второй узор у нас с вами. Второй узор — это сеточка. И здесь вот такая вот идет крестик, обозначает платочная вязка. То есть в лицевом и изнаночном ряду у нас вяжутся петли лицевыми. Вот здесь вот у меня 3 раза написано. Имейте в виду, можно это количество сделать 2 раза всего, то есть повторять вот этот вот размер узора, да, уменьшить. Все зависит от плотности вашего вязания. В моем случае надо сделать 2 раза, я бы так сказала. Так, и мы тоже этот узор с вами вяжем. И у нас есть выкройка. Вот такая будет использоваться выкройка конструктивно. Здесь не все размеры, здесь их практически нет. Я буду все размеры озвучивать вам в расчетной части. Вот там все буду рисовать и объяснять. Смотрите внимательно. В результате у нас получится вот такое с вами описание, которое я составляю, всегда выкладываю под видео, девочки. А вот тут все циферки у меня есть, сколько чего набирать. Я рассказываю, откуда они взялись и как, в общем-то, я их получила. А сейчас давайте вязать узор. Для вязания образца узора набираем 35 петель и приступаем к вязанию. Начинается у нас вязание этого вот обширного, я бы так сказала, мотива, да, с 4 рядов платочной вязки. Я уже это просто вам озвучиваю. Вот 4 ряда платочной вязки, и затем мы начинаем с вами вязать мотив, значит, который составит 10 рядов у нас. 3 раза он будет повторяться. Вот у меня уже 2 раза повтор произошел, я показываю вам 3-й раз. Первый ряд у нас идет лицевой. Все петельки мы вяжем, девочки, лицевые. Я вяжу бабушкиным методом лицевые за заднюю стеночку. Вы вяжете тем, который вам приемлем и наиболее привычен, удобен. Так, продолжаем вязать. Четный ряд, 2-й, 4-й, 6-й и так далее вы вяжете изнаночными петлями, в том числе накиды. 3-й ряд показываю вам, девочки, нашего этого мотива сеточкой. Итак, мы вяжем с вами, начинаем, кромочную сняли и вяжем всего 2 петли раппорт, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, все. И далее просто повторяем: 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. И так вяжем до конца ряда. Вяжем 5-й ряд. Все петли лицевые, то есть вяжем лицевой ряд сейчас с лицевыми петельками, и затем 6-й ряд вяжем все петельки изнаночные. Продолжаем. Вяжем, девочки, 7-й ряд следующим образом.
Также, в принципе, вяжем, как и третий. Это одно и то же. То есть кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Раппорт связан. Повторяем. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Вяжем самостоятельно. Далее у нас идет с вами, девочки, 9 ряд. И 9 ряд мы вяжем следующим образом. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Раппорт связан. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И так продолжаем до конца ряда. Итак, связан у нас оказался с вами сетчатый узор. 3 раппорта подряд мы вот так вяжете с 1 по 10, как я сейчас связала. И далее, девочки, по схеме давайте посмотрим. Вот видите, да, начали, еще раз возвращаюсь в начало, начали с 4 рядов платочной вязки. Затем у нас идет 10 рядов нашего вот этого повтора узора, который мы сейчас с вами связали, то есть 3 раза вы повторяете также. И далее идет, значит, ряд лицевой, то есть идет 2 ряда лицевой глади. Затем снова идет повтор, как мы с вами вязали, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Опять идет 2 ряда лицевой глади. И далее идет 6 рядов платочной вязки. И после этого вы переходите на узор, который я сейчас вам буду показывать. Я не стала вот это все вязать. Схема у вас будет под рукой, и вы сможете самостоятельно все это связать. А вот эта схема ромба, ажурного ромба, который идет у нас еще как один дополнительный узор. То есть помимо сеточки у нас чередуется мотив с сеточкой и мотив с ромбами. И я вам сейчас покажу, как связать вот этот узор ромбами. Итак, он у нас 12 рядов в высоту раппорт и 8 петель в ширину. И мы с вами начинаем вязать, то есть имейте в виду, что вот этот вот красивый сетчатый узор я связала не до конца, да, то есть там еще идет лицевая, как вот я вам уже перечисляла, потом идут вот эти платочные такие ряды, и затем уже только начинается мотив ажурных ромбов. И я вам показываю первый ряд. Так, начинаем мы с вами с петли перед раппортом. Она у нас будет всегда вязаться, присутствовать она для симметрии. И вяжется она лицевой петлей в первом ряду. Лицевая для симметрии начинается раппорт. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я снимаю 2 петли и меняю их местами. Первая у меня за работой, вторая поверх первой. И 3 вместе лицевой я провязываю 1 лицевой. Делаем снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая. Вот таким образом у нас связался раппорт, первый раппорт. Повторяем раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая. Второй раппорт связали, вяжем третий раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая.
третий раппорт связан, и четвертый снова вяжем. Итак, показываем третий ряд нашего раппорта. Кромочная. Первая петля для симметрии вяжется лицевой, начинается раппорт. Лицевая, накид, лицевая. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова лицевая, накид, 2 лицевые. Связали первый раппорт. Теперь вяжем второй раппорт также. Лицевая, накид, лицевая. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Лицевая, накид, 2 лицевые. Продолжаем самостоятельно вязать. Вяжем пятый ряд нашего ромбика. Первая петля у нас с вами для симметрии вяжется лицевой, и далее раппорт начинается 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли и накид, 3 лицевые. Раппорт связан. Второй раппорт такой же: 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 3 лицевые. Продолжаем вязать самостоятельно. Вяжем, девочки, 7-й ряд нашего ромба. Значит, первая петля у нас будет для симметрии вязаться 2 вместе лицевой с наклоном влево. И дальше начинается раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Раппорт связан, девочки. Вяжется второй раппорт также. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Связали второй раппорт. Третий также вяжем самостоятельно. Вяжем 9-й ряд нашего узора с ромбами. Итак, начинается для симметрии у нас вяжется 2 вместе лицевой с наклоном влево, и далее начинается раппорт. Вяжем лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Раппорт связан. Второй раппорт также вяжем лицевая, накид, 3 лицевые, снова накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Продолжаем вязать полотно. Вяжем, девочки, 11 ряд. 11 ряд. Следующим образом вяжется кромочная. 2 вместе лицевой с наклоном влево, это для симметрии. Начинаем раппорт узора. Накид. И по центру вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Связали первый раппорт. Второй раппорт. Накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид и 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Связали второй раппорт. Повторяем раппорты. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Обдаем наш образец и тянем его энергично во влажном состоянии. По вертикали тянем, затем тянем по горизонтали. Выпрямляем с вами боковые вот эти вот наши петельки. Самые крайние, кромочные, у нас также участвуют в расчете. Так, и здесь также отпариваем
наши боковые петли. И еще раз давайте потянем. Вытянули, да? И тут также вытянули. Оставили сохнуть полотно в расправленном виде. Девочки, наше полотно высохло. Вот такой вид оно сейчас приобретает. Уже наша сеточка и вот этот красивый ромбовидный узорчик. Довольно симпатично все смотрится. Давайте сейчас с вами измеряем плотность. Для этого укладываем наш узор таким образом и измеряем ширину полотна. Итак, ширину полотна измеряем. 19,5 у меня получается. 39 петель участвовало у меня. И я разделю это на 19,5, получится плотность 2. В 1 сантиметре 2 петли. Я просто здесь ошиблась, хочу вам сразу сказать, почему у меня 39 получилось, а у вас 35. И вот без этих 4 петелечек у вас вот так должен смотреться сейчас узор. Но для того, чтобы посчитать плотность, нам это нисколько не помешало, да? Поэтому все хорошо. Так, и по вертикали давайте также с вами сейчас измеряем высоту полотна и посчитаем, сколько рядов. Итак, у меня 23,5. Девочки, у меня 52 ряда здесь связано уже. И я беру 52, делю 52 разделить на 23,5 сантиметра, получаю плотность 2,2. И давайте все это запишем сюда, что у нас в 1 сантиметре 2 петли и в 1 же сантиметре по вертикали 2 ряда. С этими цифрами сейчас будем работать, делать расчеты. Так, девочки, сегодня мы будем с вами составлять описание вот по данной выкройке. На размерчике российский 42, 44, 46, 48, 50, 52. И сразу ширина спинки переда у нас с вами. Первый размер 49,5 сантиметров, второй размер 53,5 сантиметра, третий размер 57,5 сантиметров. Начинаем мы вязать изделие снизу вверх с планки, резинкой 1 на 1, 2 на 2, любой, какой вам хочется. 3 сантиметра в высоту. И затем переходим на ажурный узор. Петельки будем распределять. Раппорт у нас 8 петель. Вот для нас это важно, потому что второй узорчик у нас вяжется вот таким простеньким. В общем-то, всего 2 петли ширина, там совсем это просто все распределить, да. А вот будем сейчас на основе вот этого узора с ромбами 8 петель, ширина которого. И из этого исходим, что надо набрать 99 петель. То есть я умножаю ширину на нашу плотность, которую мы посчитали, 2 петли в 1 сантиметре, и получаю петли. 49 на 5 на 2 умножить будет 99 петель. 53,5 сантиметра умножить на 2 будет 107 петель. 57,5 умножить на 2 115 петель. И это 12 раппортов плюс 1 петля, как мы вязали для симметрии, плюс 2 кромочные. И схематично это вот так выглядит. Вот первый размер я изобразила. Первая петля у нас была для симметрии, затем 12 раппортов по 8 петель, да, и 1 кромочная. Вот таким образом. Для других размеров увеличиваем по 1 раппорту, да, то есть вот сюда вот добавляем для второго размера 13 раппортов и 14 раппортов для третьего размера добавляем петельки. С этим понятно, да? Для первого узора, где у нас идут с вами сеточка и все такое прочее, там, в общем-то, проще это все дело расположить, поскольку там всего 2 петли. Сами посчитайте, там будет просто делите на 2. 99 делите на 2, и вот сколько у вас получается, да, то есть 49 раппортов по 2 петли у вас получается.
И одна петля будет просто как одна лицевая идти, крайне левая, и все. Дальше, девочки, смотрите. Значит, пройму я делаю глубиной, закладываю 20, 21, 22 сантиметра, в зависимости от размера. Длина изделия 58, 59, 60 сантиметров. И сразу включаем вертикальную плотность. По нашим расчетам в 1 сантиметре 2 ряда. То есть сразу же переводим все вертикальные размерчики в ряды. Когда вяжем, считаем, девочки, прежде всего ряды. У нас с вами будет небольшой скос плеча на высоту 4 сантиметра. Вот, по спинке я не делаю вырез горловины. А по переду тоже небольшая глубина, всего 5 сантиметров. Всего 5 сантиметров. Как сформировать этот вырез и красиво скругление выполнить, я рассказываю в описании под видео. Читайте, там есть текст. Вот. Ширина теперь выреза. Берем, исходим из того, что на первый размер это будет 9,5 сантиметров, 39 петель. Я уже перевела с помощью также плотности. Умножаем 9,5 на 2, будет 39 петель. Второй размер 41 петля и третий 43 петли мы берем. Да? Так, ну, в общем-то, как скос плеча сформировать, я тоже описываю в тексте под видео, мои дорогие. Сразу говорю, что высота скоса у нас составит 8 рядов, поэтому читайте, как последовательно закрыть вот эти петельки в описании. Здесь сейчас не буду на этом заостряться. В целом у нас пришлось 30, 33, 36 петель на плечо по размерам. Вот. И мы их закрываем равномерно и последовательно в каждом втором ряду. Как это я делаю за 4 раза. 4 раза будет закрытие. Читайте там. Давайте перейдем к рукаву. Здесь тоже у нас скос. Начинается также с резиночки. И затем идет скос. Прибавляем петельки по скосу равномерно. Самая широкая часть рукава у нас составит 79, 83, 87 петель. Так, высота у нас рукава будет 46 сантиметров. Мерка очень индивидуальная. Откорректируйте ее под свой размер, под свой рост. Да? То есть, пожалуйста, я беру вот усредненный показатель. Так, дальше. После того, как вы свяжете эту планочку небольшую, мы переходим на узор. И распределение петель у нас идет следующим образом. Там тоже идет, я буду руководствоваться, как расположить узоры конкретно для вот этого узора на 8 петлях в ширину, да, для ажурненьких ромбиков. И у нас получается, мы начинаем с кромочной. Затем у нас идет 1 петля для симметрии, 5 раппортов подряд по 8 петель и кромочная. Всего 43 петли первый размер. Для второго размера, девочки, по 1 петле добавляем с двух сторон равномерно. Получается 45 петель. Это лицевые петли. Для третьего размера по 2 петли добавляем лицевые справа и слева, вот, чтобы нам было удобно, да? Ну, чтобы все симметрично, равномерно. Все прибавленные петли надо включать по смыслу в узор. Это несложно сделать. Вот. Скос я всегда считаю следующим образом. Все прибавки по скосу делаются одновременно с двух сторон и, конечно же, равномерно. Чтобы вот эту равномерность выполнить, нам необходимо, смотрите, берем высоту скоса 43 сантиметров в моем случае, и я сразу перевела в ряды. 86 рядов умножить на 2 плотность по вертикали. Так, и получается, что из большего количества 79 отнимаем 43 по низу, получается 36 петель, делим на 2 скоса и получаем по каждому скосу надо сделать прибавку 18 петель, всего прибавить. Затем 86 рядов делим на 18 петель, получается прибавка в каждом 5-м ряду. Таким образом, я считала для других размеров, там в каждом 4-м получилось.
Ну и все, собственно говоря, вот и все. Потом вышиваете. Здесь у нас делается ажурная планочка, обратите внимание. Но можно сделать не высокую планочку, тоже резинкой 1 на 1 по желанию. Ажурная планочка у нас также начинается с того, что мы вот этот узорчик выполняем с вами. То есть 2 вместе лицевой накид, 2 вместе лицевой накид, то есть на 2 петельках первый ряд так идет, а потом идет просто платочная вязка, тоже пару зубчиков вот этих вот сделать и все, то есть несколько рядочков, там 4 рядочка платочной вязки. В принципе, достаточно будет, она, вы видели, у оригинала небольшая такая планочка, красивая. Имейте это в виду. Ну, в общем-то, в целом я вам все рассказала, показала. Читайте текст под видео, описание на размеры составила я. И до новых встреч, желаю вам удачи.